Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот слитки. Подарочный вариант такой. Буду вязать их на 2 спицах. Все лицевыми петлями, платочной вязкой. Значит, для вязания мне понадобятся спицы номер 2,5, а также круговые спицы номер 3. На размер они у меня будут 38-39. На 40 мы будем увеличивать на пару петель по подошве, по длине. И на 37 на пару петель, на пару рядов уменьшать. По ходу вязания, где уменьшать, где сколько прибавлять, я буду говорить. А также все отвязанные детали я буду измерять в сантиметрах, потому что плотность вязания и пряжа может быть разная, чтобы вам легче было сориентироваться. Вот такие вот довольно симпатичные. Значит, пряжа у меня, как всегда, это у меня турецкий акрил, картопу Флора, в 100 граммах 240 метров. Вот было, эти уже были полмотка, а это был целый моток. Довяжем до конца, посмотрим, сколько останется. Ну вот, переходим к вязанию. Всем приятных просмотров. Вязание я начинаю с мыска. На спице номер 2,5 я набрала 14 петель. И первый ряд, как установочный, все провяжу лицевыми петлями. Первую петлю снимаю, все оставшиеся петли провязываю лицевыми, кромочную провязываю изнаночной. Я вяжу за заднюю стенку, вы вяжете лицевые и изнаночные таким способом, как вам удобно, как вы привыкли. Первый ряд провязали. Следующий ряд, это у нас будет лицевая сторона. По лицевой стороне я начну делать прибавки. В начале и в конце ряда буду делать по одной прибавке, буду расширять мысок. Значит, теперь перейдем к схеме. Что я буду делать дальше сразу? Сразу вот вам хочу рассказать. Смотрите, я набрала 14 петель. Теперь в каждом ряду буду делать по прибавке. Расширю мысок. Здесь у меня будет 26 петель. И я начну вязать узор. Потом сделаю еще по одной прибавке. Всего у меня в ширину будет 28 петель. Если размер маленький, 37, также и оставьте 26 петель. Вот я линии здесь провела. Далее перейду к узору. Провяжу сейчас по петель на узор. Кто может вязать по схеме, забирайте схему, или же в сообществе на экране тоже, на канале будет схема, можно там ее взять. Можете вязать по схеме. Я провяжу попетельно, потому что у меня многие вяжут вместе со мной. Значит, высоту я провяжу 28 рядов, после узора провяжу еще вот 2 ряда. Ну, а потом уже будем делать разъем и так далее. Ага, если, значит, 26 петель у вас было, то у вас, соответственно, вот здесь вот будет по одной петельке всего лишь по передней части на маленький размер. Вот. Ну вот, значит, сейчас что я делаю? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 полных рядов у меня должно быть, 6 зубчиков, потом перейду к узору. Так, вяжем мысок, расширяем. Схему также, если не забуду, в конце видео поставлю ее на заставку на минуточку. Так, первую снимаю, вторую провязываю. Далее буду в этот раз делать прибавки вот из петли. Одну петлю подняла и провязала ее, прибавила. Далее вяжу до конца ряда, не довязывая 2 петель, в конце сделаю еще одну прибавку. Как говорила, нет, прибавки только по лицевой стороне у меня будут. Так, вот осталось 2 петельки. Вот подняла петлю и из нее еще одну провязала из нижней. Предпоследняя лицевая опять и кромочная, изнаночная провязываю. Перешли на изнаночную сторону. Все петли провязываю лицевыми до конца ряда, кромочную провязываю изнаночной. Вяжем. Довязали ряд до конца, опять переходим на лицевую сторону,
Первую петельку снимаю, вторую провязываю, делаю одну прибавку. Можно делать накидами, как вам удобно. Я в этот раз вот решила поднять петельку и из нее еще одну петлю провязала. Совсем незаметные прибавки получаются. Опять вяжу до конца ряда и точно так же делаем в конце ряда. Так, пришла в конец ряда. Подхватила петлю, из нее провязала. Изнаночная сторона вяжем без изменений по узору. Так, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6 полных рядов, 6 вот таких вот дорожек у меня получилось. Сейчас у меня на спице 24 петли. Следующий ряд вместе с добавкой будет 26 петель. И я сейчас сразу перехожу к узору. Значит, первый ряд у меня будет идти белый цвет. Первые 3 петли провязываю основным цветом. Это вместе с добавкой, вместе с кромочной считаю. Далее буду вязать все по схеме, по узору. Так, поехали. Первую снимаю, вторую провязала и сделала одну добавку. Далее 2 петли белым цветом, все вяжу лицевыми. Узлы не завязываю, это я все буду закреплять после окончания вязания. 2 петли белым, 3 основным цветом, 1 белым. Нити перебрасываю в одном направлении, или с-под низу, или с-под верху, как вам удобно, или сверху, то есть с-под верху сказала. Так, 1 белым, опять 3 петли основным цветом, 2 белым, 3 основным цветом, 1 белая, 3 основным цветом, 2 белым, и в конце у меня должно быть 3 петли. 2 осталось, сейчас сделаю одну прибавку. Я ее из петли прибавила одну, предпоследнюю провязала лицевой и последнюю у меня кромочной. Переходим на изнаночную сторону. Что я вам еще сразу хотела замерить. Вот мысок, смотрите, начало у меня 4 сантиметра, да? 4 сантиметра, малюсенький. А сейчас, ну сейчас ни к чему это мерить. Вот в конце 26 петель, 7,5. Ну сейчас еще 2 петли добавятся. Так, перешли на изнаночную сторону. По изнаночной стороне весь мысок мы будем вязать лицевыми петлями без изменений. Узор меняется только по лицевой стороне. Здесь будем вязать каждый цвет над своим цветом, провязываем лицевыми петлями. Все. Первую снимаю. Далее все вяжу лицевыми петлями. Я первые пару рядов в изнаночную сторону покажу, потом снимать не буду, потому что, как я всегда говорю, это видео на 2 часа тогда. Так, 2 белым провязала, нить перебросила. Далее 3 петли у нас основным цветом, провязываем их лицевыми. Далее что у нас по узору? 1 белым, провязали 1 белым. Далее по узору поехали 3 основным цветом провязали. Далее у нас идет 1 белая. Здесь подтягиваем, чтобы вязание не было затянутое. Провязали 1 белое. Ой, не 1 белая, 2 белых. Цвета у меня по тону близкие, поэтому не рассмотрела. И так до конца ряда. Каждый цвет над своим цветом провязываем. Довязала ряд до конца. В конце ряда последнюю кромочную я провязала белым цветом, так как у нас сейчас будет начинаться вот 6 петель белым. Это кромочная. Это,
какой цвет. Это у нас будет здесь накид. Сейчас, подождите, так. 6 петель у нас должно быть белым цветом. Перешли на лицевую сторону. Значит, сейчас делаем один накид. Первую снимаю. Вторую провязала. Нет, вторую провязываем основным цветом. Вяжу сразу 2 пары. Вот вылетела с головы. Первую сняла кромочную, вторую основным цветом провязала. Теперь белым цветом у меня будет всего 28 петель. Если было 26, то дальше продолжайте вязать по узору. Опять я сделала прибавку. Из петли подняла белым цветом. Одну белую прибавила. Далее вяжу белым цветом. 1, 2, 3. Все, схема не нужна, разобрались. Нить перебросила. 4, 5, 6. Провязала 6 белым. 3 петли основным цветом. Провязываем. 1, 2, 3. И опять 6 петель белым цветом. Шесть белым, 3 основным цветом, опять 6 белым, 1, 2, 3, 4, 5 и шестую я сделаю, прибавка у меня будет. Прибавила. И оставшиеся 2 петли провязываю основным цветом. Предпоследняя лицевая и кромочная, изнаночная. Все, прибавки я закончила. Дальше продолжаю вязать по узору. Переходим на изнаночную сторону. Опять провязываем все лицевыми. Значит, здесь у нас сейчас идет 6 петель. Я провязываю нить, не перебрасываю, потому что ее будет видно на лицевой стороне. Когда буду по лицевой стороне возвращаться, я просто эту длинную протяжку подхвачу, петлю под ней провяжу, и так мы ее прикрепим посередине. Не забуду, если не забуду, на обратном ходу покажу. Так, вяжем 6 петель белым, вяжем изнаночную сторону, идем в начало ряда. 6 белым провязали. Теперь что у нас там дальше по узору? 3 петли основным цветом, 6 белым, 3 петли основным цветом, 6 белым. Довязываем так до конца ряда. Пришли в начало ряда. Третий ряд узора у нас 1, 2, 3. Так, что мы делаем дальше? Вяжем по схеме. Первую снимаю, 2 петли белым, 4 петли основным цветом. Смотрите, теперь у нас была вот она длинная протяжка. Я под ней подхватила и провязала. Перекрыла ее. 1, 2, 3, 4 основным цветом провязали, 2 белым, 1 основным цветом, 2 белым, 4 петли основным цветом, опять 2 белым, 1 основным цветом, 2 белым,
4 петли основным цветом, и последнее, что у нас здесь получается, 2 белым и кромочная, да? 2 белым и кромочную провязываю тем цветом, которым у меня была предпоследняя петля. Провязала кромочную тоже белым цветом. Закончили третий ряд. Третий ряд возвращаемся сейчас по изнанке заканчиваем, то есть не так сказала. Вяжем здесь все по узору. Первую снимаем. Что у нас здесь далее? 2 белых. 2 белых провязываем лицевыми петлями. Далее у нас идет основной цвет. 3 петли основным цветом провязываем. И так каждый цвет над своим цветом. Здесь и так у нас 2 цвета всего лишь. Так что здесь 4 основным цветом было. Вяжем до конца ряда, меняем цвет, провязываем все лицевыми петлями, заканчиваем изнаночную сторону, третий ряд. Ряд довязала до конца, перешли на лицевую сторону, четвертый ряд узора. Первую петлю снимаем, 1 белым провязали, далее 2 петли основным цветом, 2 петли белым, вяжем плотно, петли сильно не вытягивайте, будет некрасиво. 2 петли основным цветом, 2 белым, 2 основным цветом, 3 петли белым, 5 у нас повтор идет. 2 петли основным цветом, 3 петли белым провязали, 2 петли основным цветом, 2 белым, 2 основным цветом. Три петли опять белым, 2 петли основным цветом, 2 белым, 2 петли основным цветом, и последние 2 петли осталось, я их провязываю белым цветом. Предпоследняя и кромочную провязала изнаночной. Это у нас был 4-й ряд. Переходим на изнаночную сторону, вяжем все по узору. Лицевая сторона, 5-й ряд узора. Первую петлю снимаем, 1 петля белым цветом. Одна основным цветом, 1 белым, 2 основным цветом, 1 белым, 1 основным цветом, 3 петли белым, 2 далее идет повтор у нас. Вот в начале, как мы вязали, продолжаем далее так вязать. Так что у нас 3 белым, теперь 1 основным цветом, 1 белым, 2 основным цветом, 1 белым, 1 основным цветом, 3 петли белым и опять повтор. Довязываем ряд до конца. 3 белым провязали, 1 основным цветом, 1 белым, 2 основным цветом, 1 белым, 1 основным цветом, и в конце ряда 2 петли вместе с кромочной провязываю белым цветом. Это у нас был 5-й ряд.
Возвращаемся по изнанке, по узору. Вот так вот. Так, перешла на лицевую сторону. Далее, смотрите, что я буду делать. У меня 6-й ряд узора идет. Провязываю, это последний ряд белым цветом будет. Провязываю все белым цветом, не довязывая 11 петель. Здесь мне понадобится темно-зеленый цвет. Провяжу 3 петли темно-зеленым цветом. Далее 3, 3, 6, 7, 8 с кромочной будут белым. Значит, сейчас смотрите, что я делаю. Я вот понарезала, нарезаю ниток точно так же, как я это делаю в тунисском вязании, чтобы потом просто их вытягивать и клубочки не запутывались. А также основную нить я тоже отмотаю на 2 клубка, распределю ее. Так, вот у меня таких 2 оттенка зеленых, светлый, темный, зеленый, коричневый, красный, желтый. И все. Темно-зеленый, светло-зеленый приготовили. Красный можно заменить любым цветом, цветочки. Это уже ваша фантазия, по вашему усмотрению. Значит, сейчас что я делаю? Провязываю все петли, не довязывая 11 петель, перейду на зеленый цвет. Сейчас вяжу 6-й ряд все белым цветом. Так, провязала я 17 петель белым, у меня было всего 28 петель, 17 белым. Теперь 3 петли провязываю темно-зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда опять провязываю белым цветом. Это у нас 6-й ряд, и по изнанке возвращаемся по узору. Провязываем белым и зеленым. Так, все довязала до конца. Перешли на изнаночную сторону, вяжем по узору. 7-й ряд узора. Немножко камеру развернуть. Здесь мне понадобится светло-зеленый цвет, красный, темно-красный и коричневый. Значит, сейчас провязываем первые 8 петель основным цветом. Белый цвет обрезала, он нам больше не нужен. Вместе с кромочной считаю 1, 2. Хвостик можно сразу запутать вот так вот вверх. 3. 4, 5, 6, 7, 8 петель. Провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 7 петель коричневым. Три петли основным цветом. Здесь я клубочки разъединила. Подсоединяю опять новую нитку. 1, 2, 3. 2 петли светло-зеленым. Да, вначале будут хвосты, потом это все попрячем, и все будет аккуратненько. Сейчас я вам сразу могу даже изнанку показать. Так, 2 светло-зеленым провязали, 2 темно-зеленым, 1 основным цветом, 2 петли красным, и оставшиеся петли на спице провязываем основным цветом. У меня осталось 3 петли. Это у нас 7-й ряд. Заканчиваем его по изнаночной стороне, возвращаемся по узору, вяжем. Так, ну давайте еще раз вот первую сняли и поехали. Лицевые петли, каждый цвет над своим цветом. Основной цвет провязали первые 3 петли. Далее потом вот эти вот хвостики я буду подтягивать и заправлять, закреплять в самом конце вязания. Сейчас я их пока так оставляю. Красным провязали,
Что у нас дальше там? Одна основным цветом идет, провязали. Далее 2 темно-зеленым подтянули, провязали. Светло-зеленый цвет, 2 петли провязываем. Хвостики подтянула. Так, 3 петли, да, основным цветом опять провязали. Все так до конца ряда. Каждый цвет над своим цветом вяжем. Потом вот нитку просто вытащила я ее, и все. Чтобы пупки не разматывать. Вытащила нитки. Вроде бы вышиваю. Далее у меня идет коричневый цвет. Здесь вот потом эти хвосты все заправим, поподтягиваем. Заканчиваем изнаночную сторону, 7 ряд довязываем до конца. Перешли на лицевую сторону. 8 ряд узора сейчас будем вязать. Вот я сейчас сразу вам хочу показать изнаночную сторону. Вот после того, как опрятали хвостики, вот такая у меня картина нарисовалась. Ну, кое-где забыла и сделала большую протяжку, не подхватила вовремя. Ну, в общем плане терпимо. Так, вяжем 8 ряд, отвлеклась. Первые 10 петель вместе с кромочной провязываю основным цветом. Кромочную снимаем, вместе с кромочной считаю. Так, 10 петель провязали, 3 петли коричневым, далее основной цвет переходим. 1, 2, 3, 4, 5 петель. 5 петель основным цветом. Пять основным цветом провязали. Далее 2 петли светло-зеленым. Одна основным цветом. Одна темно-зеленым. Две петли красным. Одна петля основным цветом. Одна красным. И оставшиеся 2 петли на спице провязываю основным цветом. Это у нас 8 ряд. Возвращаемся по изнаночной стороне по узору в начало ряда. Лицевая сторона, 9 ряд узора. Первые 8 петель провязываю основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязали. Далее 7 петель коричневым цветом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель провязали коричневым. Одна петля основным цветом. Одна светло-зеленым. Две основным цветом. Две светло-зеленым.
1 основным цветом, 4 петли красным, ниточку перебрасываю здесь, основной цвет перебросила, 4 красным провязали, оставшиеся 2 петли провязываю основным цветом, предпоследняя и кромочная изнаночной. Это у нас 9 ряд, довязали по изнанке, вернулись по узору в начало ряда. Лицевая сторона, 10 ряд узора. Здесь нам понадобится желтый цвет. Первые 2 петли основным цветом, одну сняла, одну провязала, далее 2 петли желтым, три петли основным цветом, 3, далее у нас коричневый цвет идет, вяжем коричневым 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель коричневым провязали, 2 петли светло-зеленым, опять основной цвет, перебрасываю нить, 1, 2, 3, 4 петли основным цветом провязали, 1 светло-зеленым, 2 петли основным цветом, 2 петли красным и оставшиеся 3 петли провязываем основным цветом. 2 петли красным провязали и оставшиеся 3 довязываю ряд до конца. Это у нас 10 ряд, 1, 2, 3, довязала, возвращаемся по изнанке по узору. 11 ряд узора, первую снимаю, вторая основным цветом провязали, 1 петля желтым, 1 темно-зеленым. Так, темно-зеленый остался у меня далеко, поэтому я сейчас вот этот хвостик начну вязать здесь. 1 темно-зеленым, 2 петли основным цветом, 1 коричневым, 2 петли светло-зеленым. Смотрите, опять вот осталось далеко. Можно просто крючком подхватить под петельку и протянуть ее. Вот преимущество отрезанных нитей. Так, 2 светло-зеленым провязываем, 1 темно-зеленым, 1 коричневым, 1 темно-зеленым, 3 петли светло-зеленым, 2 петли коричневым, и оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Это у нас 11 ряд,
Довязываем до конца и по изнаночной стороне возвращаемся по узору. Двенадцатый ряд узора, первые 4 петли основным цветом, сразу здесь желтый цвет перебросим, 1 темно-зеленым, 4 петли светло-зеленым, так, желтый цвет, давайте мы его протянем сразу, вот переброшу, 4 светло-зеленым провязали, 2 желтым, 1 петля основным цветом, 1 темно-зеленым, вот тоже внизу осталась у меня нитка, сейчас я ее кверху подтяну. Так, 1 темно-зеленым провязываю одну, 1 светло-зеленым, 2 оставшиеся петли до конца ряда провязываем все основным цветом. Это у нас какой 12 ряд. Довязываем до конца все основным цветом и по изнаночной стороне заканчиваем по узору, провязываем 12 ряд все лицевыми. 13 ряд узора, первые 5 петель основным цветом, далее 2 петли светло-зеленым, 1 петля основным цветом, 2 желтым, 1 основным цветом, 1 желтым, 1 основным цветом, 1 темно-зеленым, 2 красным, красный обрезала я, далеко остался, 2 красным провязала и оставшиеся петли до конца ряда провязываем все основным цветом. Это у нас 13 ряд. Довязываем ряд до конца, возвращаемся по изнанке по узору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 петель у меня осталось, да? Перешли на лицевую сторону, 14 ряд узора, первые 7 петель вместе с кромочной основным цветом, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 темно-зеленым, 4 петли желтым, 1 основной цвет перебросила, 1 основным цветом,
и 4 петли красным. И оставшиеся петли до конца ряда все провязываю основным цветом. Четыре красным провязали, остальные все основным цветом. Довязываем ряд до конца, это 14 ряд, и по изнанке возвращаемся все по узору. 15 ряд узора, первые 4 петли основным цветом. 1, 2, 3, 4, 2 красным, 1 темно-зеленым, 2 петли основным цветом, 2 желтым, 1 светло-зеленым, 1 основным цветом, 1 красным, 1 основным цветом, 2 красным, 'и оставшиеся петли до конца ряда провязываем все основным цветом. Довязываем ряд до конца и по изнаночной стороне по узору возвращаемся. 16 ряд узора, 16. Так, первую сняла, вторую провязала и третью провязала 3 петли основным цветом. Далее 4 петли красным провязываем. Одна петля основным цветом, 1 темно-зеленым, 1 основным цветом, 2 светло-зеленым, 1 основным цветом, 1 темно-зеленым и 2 красным. Ой, здесь неправильно провязала, смотрите по изнанке. 2 красным провязали, и оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Это у нас был 16 ряд. Довязываем до конца и возвращаемся в начало ряда. Довязываем все основным, возвращаемся в начало. 17 ряд узора. Сейчас вяжем первые 3 петли основным цветом. Первую сняла, вторую провязала, третью провязала. Далее 1 петля красным, 1 основным цветом, 2 красным, 1 основным цветом, 1 темно-зеленым,
2 основным цветом, 2 светло-зеленым, 1 темно-зеленым и оставшиеся петли до конца ряда довязываем весь ряд до конца основным цветом. Это у нас 17 ряд. Довязываем ряд до конца лицевыми, все опять, и возвращаемся по изнанке в начало ряда, все вяжем по узору. 18 ряд узора, 4 петли основным цветом, 1, 2, 3, 4, 2 красным. А и вы представляете, осталось 2 петли, и мне не хватит нитки. Вот лучше оставить чуть побольше. Как это я так не рассчитала. Ну, 2 красным, 3 основным цветом. Одна темно-зеленым. Две основным цветом. Одна светло-зеленым. Одна основным цветом. Одна темно-зеленым. Одна желтым. Так, где у нас тут желтый цвет? Опять вот он остался внизу. И я его сейчас подтяну крючком. Одну желтым провязали, и оставшиеся петли все до конца ряда довязываем основным цветом. Возвращаемся по изнанке, начало ряда, заканчиваем. Это у нас 18 ряд. Все довязываем основным цветом. 19 ряд узора. Первые 9 петель основным цветом. 2, 4, 6, 8, 9 петель провязали основным цветом. Одна зеленым, темно-зеленым. Ага, нитка закончилась. Ну, провяжу светлым, ничего страшного. Одну зеленым провязала, одну красным. Три петли основным цветом. Две желтым. Все, и до конца ряда провязываем все основным цветом. 19 ряд, довязываем основным цветом до конца и по узору возвращаемся. Все, почти пришли к финалу. Так, довязываем ряд. И последний ряд узора, это у нас будет 20 ряд. Так, первые 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали основным цветом. Далее 2 петли красным и оставшиеся петли все основным цветом. Все. Закончили на этом. До конца ряда довязываю все основным цветом по изнанке. Возвращаемся все по узору. И после этого я еще провяжу 2 ряда основным цветом. Всего у меня будет 28 рядов. Так, довязываем сейчас изнанку, плюс я еще провяжу 2 ряда и к вам вернусь, и потом закроем. А нет, мы петли закрывать не будем, мы будем делать разъем потом. Так, смотрите, значит, вот у нас 20 ряд провязали мы, 2 ряда провяжу,
Потом будем вязать боковые стороны. Так, закончим вязать. И что? Зачистим вот эти вот все хвосты. Я уже, конечно же, половину пообрезала, чтобы они мне не мешали. Вот смотрите. Протянула под ниточкой вверх, вниз, вверх, вниз. Можно узелок завязать, если 2 петли близко. Ой, 2 петли, 2 ниточки близко. Протянула и подвязала вот так вот. Подтянула. И опять прячу под ниткой. Если здесь где-то какая-то пустота, например, есть между двумя нитками, тоже протягиваем в эту пустоту, так сказать, ниточку и перекрываем это все. Зачистим все. Так, довязываем мысок до конца, встречаемся. Закончила я вязать мысок. Провязала еще 2 ряда, значит, замеряем ширину 9, чуть больше, почти 9,5 сантиметров получился в верхней части и 11,5 высота. Так, теперь я сейчас вязание разделю на 2 части. Сначала начну вязать правую сторону, потом перейду на левую. Значит, я вяжу сразу 2 пары. Смотрите, я сделаю 10 петель, возьму на боковую сторону, посередине у меня будет 8, но я провязала на второй паре 11 петель и посередине сделала разъем 6. И вам тоже советую сделать 11 петель и на разъем оставить 6. Ну, так получше получилось. Ну, так как я уже первую пару 10 петель оставила, то буду 10 петель продолжать вязать. Далее я провяжу 1, 2, 3, 4, наверное, с 5 ряда. Начну делать прибавки. Ну, до этого дойдем. Потом буду расширять боковую сторону. И в итоге у меня будет 14 петель боковушка. И так я буду вязать до самой пятки. Так, сейчас, значит, провязываю. Я провяжу 10, вы провяжите 11. Но если размер маленький, 37, тоже можете оставить 10 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Средние петли, которые на разъем, я их возьму на булавку, на запасную нитку можно взять, чтобы они вот не мешали. Я вот их сразу пересниму. Так, продолжаю вязать. Теперь эта спица пусть здесь будет. Также продолжаю все вязать лицевыми петлями. Опять первую сняла. Это у меня пошел второй ряд. Значит, так я провяжу лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Смотрите, 1, 2, 3, 4. 4 вот такие дорожки получаются. 4 полных ряда. Если туда и обратно считать, получается 8. Теперь в конце ряда я буду делать по одной добавке. Так, это у нас 2 было с мыска. 1, 2, 3, 4. Все правильно. Теперь провязываю опять все петли, не довязывая 2 петель до конца. Сделаю одну прибавку. Так, осталось 2 петли у меня на спице. Одну прибавляю. Так же, как я прибавляла на мыске, делала прибавки, точно так же буду делать и здесь прибавки. Одну прибавила.
предпоследняя лицевая и кромочная изнаночной. Далее провязываю изнаночный, лицевой, изнаночный, и в следующем уже лицевом ряду буду делать опять одну прибавку. Провязываем все лицевыми. Получается 1, 2, 3, и в лицевом, в четвертом буду делать прибавку. Так, провязала 3 ряда, четвертый вот ряд у меня, опять делаю одну петлю, прибавляю, расширяю. Значит, расширьте до 14. Если опять же маленький 36-37, оставьте 13 петель. Но опять же смотрите по плотности вязания. Я сейчас довяжу до конца, опять эту ширину замеряю в сантиметрах. Прибавила одну. И следующие 2 провязала. Значит, так, расширим. И будем вязать до самой пятки. Так, сколько я провяжу всего высоту? У меня будет, вот если по этим дорожкам посчитать, 20 дорожек. Вот смотрите, вот по этим вот дорожкам посчитала. До пятки у меня будет 20 дорожек. Потом, когда я буду вязать подошву, у меня еще будет один ряд. Поэтому тоже это нужно учитывать. Ну, его можно и не провязывать будет, но я его провязала. Значит, сейчас расширим и довяжем до пятки. Я к вам вернусь. Провязала я высоту у меня 20 вот этих вот дорожек зубчиков. Если размер 37 меньше, оставьте на 1-2 пару рядов меньше. Если размер 40, на пару рядов больше провяжите. В длину это у меня 7,5 сантиметров. Даже если он у вас получился потом короткий, когда будем вязать подошву, можно дополнительные ряды можно будет довязать. Значит, сейчас закрываем петли. По 2 петли вместе провязываю. Сильно тухо здесь не затягивайте. Аналогично вяжем вторую боковую сторону. У меня здесь осталась нитка. У меня было 2 клубочка, поэтому я сейчас буду продолжать этой ниткой вязать. Значит, вторую сторону. Что мы сейчас делаем? Опять сколько я здесь провязывала? 4 полных ряда. Провязываю 4 полных ряда и начнем делать прибавки, только уже они будут у нас в начале ряда. Если здесь были в конце ряда прибавки, то здесь получается в начале. Так, провязываю все лицевыми, кромочная у меня изнаночной. Так, провязала я 4 полных ряда, начинаю делать прибавки. Это, конечно, можно было начать и раньше делать, расширять, но я просчитала, промерила все, надела на манекен, на живой манекен. Все сидит нормально, поэтому вот я сделала через 4 полных ряда. Значит, теперь первую снимаю, вторую провязываю. Первая прибавка у меня. Опять я подхватываю нижнюю дужку, вот подхватила. Провязала, добавила одну петлю. Все, оставшиеся петли провязываю все лицевыми. По изнаночной стороне опять же мы без изменений. 1, 2, 3 и в 4 ряду получается я опять буду делать одну прибавку. Опять я надела, опять я не так сказала. Ой, ну вот забывается. Так, вяжем все лицевыми.
вяжем вторую сторону, делаем прибавки, опять довяжем до пятки, то же самое количество рядов провяжем, какое у нас было с первой стороны, закроем петли, так, поднимаю вот дужку, подняла, провязала, добавила одну петлю, все, продолжаю далее вязать все лицевыми. Так, вяжем вторую сторону, заканчиваем вторую половинку. Закончила вязать вторую половину. Далее на спице номер 3 боковые стороны, обвязку и подошву я все буду далее вязать на спицах номер 3. У меня круговые спицы. Так, теперь сейчас наберем по всему слитку петли. Смотрите, что я буду делать дальше. Набор петель. Значит, боковые стороны, вот если у вас было 20 рядов, у вас получится 20 петель. Высота мыска была 28, значит здесь 28. По мыску мы набирали 14 петель, значит здесь наберем 14 петель. Сейчас белым цветом я наберу петли и по изнаночной стороне первый ряд провяжу все лицевыми. Сразу скажу, сколько всего у меня будет. Высоту это получилось, вот смотрите, 2,5 сантиметра у меня вот этот вот подъем. Я провяжу на 39 провяжем у меня изнаночные. Далее у меня 3 ряда со снятыми петлями. Далее 1, 2, 3, 4 изнаночных вот таких дорожки. 4, 7, 8 на 39. На 38 на один ряд, полный ряд провяжите на одну дорожку меньше. Ну, на 37 на 2 ряда еще меньше. Вот так вот, да? Вот так вот я скажу, что на каждый размер по одной дорожке можно уменьшить. У меня, значит, будет 8. Сейчас подвязала белый цвет, круговые спицы. Кому удобно, можно на 5 спиц это набирать. Я буду набирать с помощью крючка. Опять же, удобно, можете сразу набирать спицы. Первую петельку достала сразу и на спицу ее. Ввожу крючок сразу под 2 дужки, захватила, набрала. И так по всему верху. И по изнанке, как я уже говорила, я вернусь лицевыми петлями, все это провяжу. А потом буду вязать 3 ряда со снятыми петлями. Ну, там я к вам вернусь. Значит, набираем петли и провязываем изнаночный ряд лицевыми. Набрали петли, провязали по изнанке лицевыми. Теперь следующий ряд, второй ряд, лицевая сторона. Опять белый цвет. Буду вязать со снятыми петлями сейчас 3 ряда. Можете просто продолжать вязать все платочной вязкой. Я показываю, как я вязала. Так, белый цвет. Первую снимаю, нить перед работой. Одну провязываю изнаночной, одну снимаю, не провязывая. Одну провязала изнаночной, одну сняла. Одну провязала изнаночной, одну петлю сняла. Так вяжем до конца ряда. Одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла. Довязала ряд до конца. Перехожу на изнаночную сторону. Все петли провязываем изнаночными. Первую снимаю. Полностью ряд вяжем изнаночными. Так, закончила ряд.
Последнюю петлю провязываю основным цветом. Я перехожу на основной цвет. Белый обрезала. Перешли на лицевую сторону. Следующие 2 ряда я буду провязывать основным цветом. Все далее я буду провязывать основным цветом. Точно так же, как белым. Провяжу сейчас 2 ряда со снятыми петлями. А потом еще 1, 2, 3, 4 у меня дорожки, лицевые ряды. Так, теперь я вяжу в шахматном порядке. Если у меня в первом ряду я первую петельку провязывала изнаночной, то теперь я ее буду снимать. Одну сняла, одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну петлю снимаю, одну провязываю изнаночной. Так вяжу до конца ряда. По изнаночной стороне провязываю все изнаночными. Провяжу так 2 ряда со снятыми петлями, потом, как я уже сказала, перейду на лицевые и закончу. 4 ряда у меня будет лицевых петель. Ох, и разговариваю, и в экран смотрю, а сюда вот не глянула, что я тут накрутила. Так, одну сняли, одну провязали изнаночной, одну сняла, одну провязала изнаночной, одну сняла, одну провязала. Нить сильно не затягивайте. Вот так вот вяжем так до конца ряда. Значит, сейчас я провяжу 7 рядов, как я уже говорила, 8, и к вам вернусь. Будем вязать дальше. Закончила я делать обвязку мыска. Вот так вот получилось у меня. Теперь взяла средние 12 петель. Сейчас начну вязать подошву. Для этого я боковые петли вот до начала подошвы я провязала. Все лицевыми провязала. Теперь сейчас провязываю эти 12 петель и сразу буду расширять подошву, добавлять петли с боковых сторон. Так, давайте, наверное, другой спицей провяжу, чтобы вам было более понятно. Так, провязываем средние 12 петель. Одиннадцать, 12 провязала все лицевыми. Всю подошву буду опять вязать лицевыми. Теперь боковая спица, 2 петли провязываю вместе, закрываю 2 изнаночной петлей. Можно лицевой закрыть, но я закрою изнаночной. Закрыла, развернулась. Теперь у нас получилось, было 12, получилось 13. Провязываем 13 петель. Первую снимаю. Оставшиеся 12 петель провязываем до конца. Так, провязала 13 петель. Теперь это изнаночная сторона у нас. Боковая спица, 2 петельки провязываю вместе лицевой петлей. Провязали. Добавилась еще одна петля. Перешли на лицевую сторону. Смотрите. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Теперь провязываю опять весь ряд 14. 2 петли закрою с боковой спицы, у меня будет 15 петель. По изнаночной стороне вернусь и опять 2 петли закрою с боковой спицы, будет 16 петель. Если размер 40, расширьте до 18. Опять ориентируйтесь по ширине своей ноги. У меня будет 16. По ширине ноги и по плотности вязания и пряжи. Так, первую снимаю, провязываем все до конца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Провязала. 2 петли с боковой спицы провязываю вместе. 15 петля добавилась у нас. Опять разворачиваемся на изнаночную сторону, провязываем по изнанке лицевыми петлями 15 петель.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Только тебя здесь не хватало, иди отсюда. Добавляю еще одну петлю, провязываю 2 вместе с боковой спицы. Две вместе лицевой, добавила 16-ю, развернулись на лицевую сторону, провязываем все петли. Так, довязываем ряд до конца. 16 петель у меня на спице. Сейчас последняя 16 петля пришла в конец ряда. Теперь что я буду делать? Какой ужас! Это кот трясет камеру, это не я, извините, девочки. Последняя 16 петля, соединяю с петлей теперь с боковой спицы по методу пятки. 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Развернулась на изнаночную сторону. Теперь будем вязать, как обычно, на 16 петлях буду продолжать вязать всю подошву. Первую снимаю, провязываю сейчас все петли до последней. Последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. По изнаночной стороне опять 2 вместе буду провязывать лицевой петлей. 1, 2, 5 провязала. Так, сколько здесь? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и последняя 16. Соединяем ее 2 вместе, провязала лицевой по изнанке, а по изнаночной стороне, а по лицевой стороне изнаночной петлей. Мозги она мне высосала, вся эта кошка бешеная такая. Значит, что делаем дальше? Перешли на лицевую сторону, продолжаем вязать подошву на 16 петлях. Вяжем, соединяем все петли до конца, не довязывая где-то 3 петель. Я к вам вернусь, сделаю по одной убавке и потом уже перейду на пятку. Так, вяжем сейчас подошву, соединяем. Продолжаю довязывать я подошву до конца. Вот осталось у меня здесь 3 петли, здесь 4. Сейчас я по одной петельке на пятку убавлю. Что у меня здесь получилось? Вот такой вот следок получается. Убавлю по одной петельке и до конца довяжу оставшиеся петли. Первую сняла, вторую и третью провязала вместе, убавила одну в начале ряда, вяжу до конца ряда и, не довязывая 3 петель, убавлю в конце ряда одну петлю. Так, 3 петли осталось, 2 провязала вместе, закрыла. Кромочную опять мы соединяем, так как вязали всю подошву, 2 вместе провязываю изнаночной. Далее я продолжаю вязать. Теперь у меня осталось 14 петель. И пятку я буду вязать тоже на 14 петлях. Так, вяжу, закрываю оставшиеся петли. Довязала подошву до конца. Теперь закрыла последнюю петлю. Смотрите, что я сделаю дальше. С каждой стороны сейчас наберу петли, провяжу один ряд, а потом начну закрывать подошву. Можно, конечно, сразу подхватывать под петельки, вытаскивать ниточку, закрывать, но так будет аккуратней. Значит, на какой вы стороне остановились, если на этой, значит, на этой набираете. По 2 дужки захватила и набрала. У меня будет 19 петель. 19 и 20, по-моему. С одной стороны 19, с другой 20 получилось. 1, 2, 3, 4, 5. Так, по одной наберем все петли до конца. 6,
последние. Так, вот у меня на этой стороне получилось 20 петель. Значит, на второй стороне у меня вышло 19. По записям посмотрела. Теперь развернулась на изнаночную сторону. Сейчас все эти петли провяжу лицевыми. Первую снимаю, все провязываю лицевыми. Петли боковой стороны, петли пятки. И также наберу на второй стороне. Так, провязала здесь петли, перехожу на лицевую сторону. И по лицевой стороне захватываю ниточку, вот набираю петли. Так, набираем петли. Так, набрала петли, и теперь по лицевой стороне провязываю все набранные петли изнаночными. Потом провяжем петли пятки и начнем ее закрывать. Так, провязываю боковые петли. Провязали изнаночными. Теперь подошву провязываю лицевыми петли подошвы. Провязываю 14 петель у меня на подошве, провязываю 13 и 14 буду закрывать с петелькой с боковой спицы. Так, значит, 2, 4, 6, 8 провязала, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 петля. Соединяю 2 вместе, провязала точно так же, как я соединяла подошву. По лицевой стороне буду соединять изнаночной петлей, по изнаночной стороне буду соединять лицевой петлей. Так, наброшу здесь вот такие определители. Первую снимаю, продолжаем вязать теперь пятку, точно так же, как мы вязали подошву. Вяжем все лицевыми петлями, крайние петли соединяем с петлей с боковой спицы. Так, что я хотела вам замерить в сантиметрах. Вот что у нас сейчас получилось. Значит, вот от пятки и до мыска 23 сантиметра. Пускаем на растяжку 25. По ширине почти 10 сантиметров. Ну, внизу, где меньше петель, 9,5. Верхняя часть почти 10. Так, продолжаю. Вяжу, закрываю пятку. В конце я убавлю еще по одной петельке. Опять же, не довязывая 3 петель, убавлю 12 петель у меня останется. Ну, это опять же, можно делать, можно не делать. Я делаю эту убавку, чтобы пятка лучше сидела, верхняя часть, и меньше петель останется поверху. Поэтому пятку кверху на 2-4 петельки можно убавить. Так, что это у меня здесь? 2, 4, 6, 8, 10, 13 и 14. Так, соединяем 2 вместе. По изнаночной стороне провязала лицевой, соединила, опять развернулись на лицевую сторону. Первую снимаю, провязываю все лицевыми петлями, кромочные петли соединяем с петлей с боковой спицы. Так, вяжем, заканчиваем вязать пятку. Я к вам вернусь и сделаем верх, закончим, сделаем обвязку. Так, провязываю я последний ряд пятки, заканчиваю последние 2 петли в последнем ряду, закрываю изнаночной. Далее закрываю все петли, по 2 вместе провязываю. Так, закрыла последнюю петлю. Далее 5 спиц, номер 2,5,
по всему верху. Сейчас наберу петли. Только набирать я буду, вот смотрите, не под 2 дужки, как и обычно, а за заднюю дужку. Передняя остается за заднюю. Так, здесь что у меня? Вот одна. Сразу набрала. Заднюю поднимаю. Не первую, а вторую. Вот у нас косичка проходит по верху. За заднюю взяла одну. Так, теперь средние петли, которые у меня были, пришла я к середине, которые я собирала на ниточку, я перенесла на спицу. Продолжаю набирать. И эти средние петли я сейчас провяжу. Вот здесь впереди подхватила одну еще за заднюю дужку. Теперь средние петли провязываем. Провязываю лицевыми. И дальше продолжаю также набирать. Так, что у нас здесь? Так, вот опять у нас косичка идет в звено. Ой, ввела спицу. У меня всего вышло 63 или 64 петли. Сейчас пересчитаю, сколько я набрала. Значит, сейчас так наберем до конца петли. И один ряд основным цветом этим я провяжу все петли изнаночными. Потом у меня 2 ряда будет белым цветом, лицевой и изнаночный. А потом я закрою петли. Всего 3 ряда получилось. С наборным 4. Наборный ряд. Потом один изнаночный. Далее белый цвет лицевой будет и изнаночный. Вот так вот. Так, набираем, провязываем. Так, провязала я 3 ряда. Изнаночный белым лицевой и еще один изнаночный. Все, закрываю петли теперь. По 2 петли провязываю вместе. Закрываю. Провязала 2. Опять 2 вместе провязала. Так, закроем все петли. Продолжаю закрывать петли. Так, пришла в конец ряда. Последняя петелька. Все, закончила, закрыла. Теперь, что здесь надо красивенько, аккуратненько это все соединить. Крючок ввела. И протянула вот так вот. Соединили. Теперь вывести наизнанку и обрезать можно эту нить. Смотрите, я пока обрезать не буду. Вот так вот у нас получилось. Такая вот аккуратная обвязка. Ровненько, нигде никаких уплотнений. Значит, можно оставить так. Вот просто спицами закрыли. Я, чтобы верх был еще поплотнее, пройду один раз крючком под самым верхним рядом, проложу вот такой вот шов. Только это надо сильно не затягивать, чтобы можно было потом ногу просунуть. Крючок ввожу, вытащила ниточку и вот так вот протянула один раз. Опять крючок ввела. Кого-то мой палец раздражает, забываю я этого не делать.
Вытащила ниточку, протянула опять под верхние две дужки крючок ввожу, захватила и протянула. Я вот так вот закончу. Тогда вот край такой получается плотный. Ну вот и все. На этом сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотры, за комментарии и подписки. Всем пока-пока. До новых встреч. Ага, сейчас схему пообещала выложить. Вот еще забыла сказать. Вот что у меня осталось с мотка. У меня было 100 грамм. Ну вот, грамм 70, наверное, ушло. Так что 100 грамм на 41 размер вполне достаточно. Так, где эта схема у нас? Вот эта схема, по которой я вяз... Ай, вы посмотрите, у меня не кот, у меня собака погрызла новую тетрадь. Гадина такая. Сейчас я камеру немножко опущу. Так, вот схема, по которой я вязала. Вот так вот крупным планом. Можно остановить видео, сделать скриншот, сделать паузу, нажать. Если хотите вязать в зеркальном отражении этот узор, просто схему тогда переверните. Я не вязала в зеркальном отражении в этот раз.